Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Завтракаю и сейчас буду смотреть ролики на YouTube. Стираю занавески. Стираю я именно вторые вот здесь, которые желтые с синим были. Кстати говоря, знаете, вот сейчас все высохло. Я в том влоге говорила, что их надо вообще выкидывать, хотя они, в общем-то, куплены, вот висели, там раз постирала, два и все. Ну, вроде сейчас все нормально, более-менее. К тому же у них есть один плюс, это в отличие от большинства современных занавесок, они могут отвисеться. То есть вот вчера постирала, так на балетный станок положила, потому что мне уже просто не было времени их вешать. И все нормально. И, кстати говоря, вот здесь современный карниз, он классный. Мне нравится, что здесь помимо того, что кольца, на кольцах прищепки. То есть я именно подвешиваю за прищепки. Это прям, супер удобно. Вот. А вот эта беленькая, она, конечно, на крючках. Но крючки здесь тоже свободно перемещаются, и вообще доступ к ним свободный. Вот что значит разбивать планы? То есть я вчера думала, что я все постираю, но у меня было 2 часа на это, поэтому не вышло. И в теории я абсолютно забыла протереть пыль. А сейчас вот уже повесила занавески. Ну ладно, влажной тряпкой, ничего страшного. Вот. А может даже пылесосом пройдусь. Так, и вот как раз там, где у меня кровать, наверху я использую как прикроватную тумбочку. Вот. Там, если что, у меня всякие булавки. Вот, тут у меня вода поставила, ну и всякие книжки. Там пауэрбэнк, хотя у меня тут розетка есть и наверху. И тут всякие таблетки, если что. Подставка под смартфон. Ну, а это уже, кто не видел, полка с раскрасками. Стеллаж, точнее, потому что здесь везде раскраски. И не только здесь, у меня еще одна раскраска вот тут, она просто огромная. И еще под компьютерным столом лежат 5 штук. Занавески повесила. В принципе, не так все плохо. Ну, точнее, я их вернула на место, как они и были. Я имею в виду, что не сильно видно, что мятые, да и нормально, короче. Но все больше я думаю, что мне вообще нравится только с тоненькими занавесками. По плану у меня сейчас убрать белье, которое я постирала. У нас тут снегопад. Я уже все белье сложила. Мне главное его просто убрать, на место отнести. И, соответственно, везде моющим пылесосом пройтись. Ну, конечно, вчера у меня хватило времени только на кухне, но зато основательно. Сначала губкой помыла полы, а потом моющим пылесосом. Но я уже объясняла, что все-таки у меня линолеум под дерево, он ребристый. И, соответственно, мало ли что. Естественно, я так мою не везде, но где-то раз в пару месяцев на кухне и в коридоре я так делаю, так как, там постоянно как-то ходишь. Хотя я не из тех людей, кто, знаете, у меня нет там каких-то пятен на полу, то есть если я что-то уронила, я сразу поднимаю, у меня и пылесос еще такой есть вертикальный, то есть я не из тех людей, кто чего-то уронил, натоптал и пошел дальше. Но, тем не менее, я считаю, что хорошо иногда вот так вот пройтись. Вот, поэтому сегодня еще раз, пока пылесос достала, и на кухне пройдусь, и, естественно, в коридоре все помою. Вот, хотелось бы еще, да и сегодня, наверное, сделаю, конечно, холодильник протру, снаружи, там, где ручка, вот это все, и коврики в холодильнике нужно тоже протереть. Вот, в целом так все, с кухней я закончила, более-менее. В комнате я убрала в своей все, что, в общем-то, хотела убрать. Теперь только пропылесосить, поставить там, как-то на свои места все.
В балетном зале сейчас тоже постираю, занавески повешу, в гостевой, ну, там, в принципе, ну, когда все белье высушится, сушилку уберу. Хотелось бы, конечно, в нитках разобраться, чтобы там и на комоде ничего не лежало. Ну и, в принципе, все нормально, порядок. На кухне, на балконе порядок. Как-то так. Можно будет более приятными вещами заниматься. Надеюсь, что сегодня попробую сделать песочное печенье. Возможно. Я сейчас брызнула аромат для дома от Faberlic. Но он сейчас, по-моему, вообще не продается. Это было где-то 14-15 год. Там чисто такой пудровый аромат шикарный. Я прям на занавеске, и окно открыто, и прям класс. И здесь тоже. Вот этот пузырек, он просто... Вот там был еще второй аромат, вроде в зеленой, ну, пузырьке, но он мне не понравился. Типа топленое молоко, что ли, я не помню уже. Но вот это вообще восхитительно. У меня вот за столько лет, но вот немножко еще осталось, я прямо его берегу. Была бы моя воля, я бы не только его для дома и для себя использовала, но просто реально его, ну я не знаю, Faberlic вроде больше и нет. Хотя, может быть, надо посмотреть ароматы для дома, и, быть может, просто в другом оформлении, потому что я бы его заказала себе. Но у меня есть такое ощущение, что это их какой-то классический аромат, потому что, может быть, вот до этого флакончик он как-то по-другому, возможно, выглядел. Аромат такой из детства. Мне кажется, у моей подружки он был. Сейчас вешаю занавески, которые когда-то я шила сама. И вы знаете, вот это будет мой ответ халявщикам, которые защищали интернет-магазин «Василек» пару лет назад, когда они совершенно спокойно вафельные полотенца рассылали криво сшитые и купленные человеком за свои деньги. Так вот, когда человек снял видео, все накинулись, что вафельную ткань нельзя прошить ровно. Друзья, прошить можно, если умеешь шить, и ты в трезвом виде. Вафля вообще ткань не проблемная. Вот, пожалуйста, все ровно, нигде не сборит. Повесила. Шторы прекрасно. Я их шила году в 2004. Они даже не выцвели. И, разумеется, нигде не вытянулись. Ничего с ними не приключилось. А все очень просто. Я знаю понятия долевая, поперечная, знаю разновидности иголок. Для чего, какая. Поэтому они еще столько же прослужат. У меня, конечно, на смену есть еще одни, но, честно, они тоже очень классные, но я предпочитаю эти. И сколько раз я в Леруа думала, надо купить какие-нибудь, ну, не знаю. Я поняла, что мне эти так и не надоели. Сейчас мою поддон для обуви, конечно, с помощью пылесоса моющего. Но сначала я туда просто налила воды со средством для кафеля и так далее. Ну вот сейчас вот так буду мыть, и плюс еще зубной щеткой как следует пройдусь, потому что вот я где-то последние полгода, понятное дело, мыла, но вот так вот основательно не было возможности, поэтому даже вот шерсть все равно осталась. Помыла при помощи зубной щетки, пылесоса, ну и потом антисептиком побрызгала. Вот эта этикетка, конечно, ну можно отмыть, но я не знаю. Буду я ее сейчас отмывать, не буду. Мне она, в общем-то, не мешает. Еще надо по краям немножко пройтись, потому что я сосредоточилась-то вот здесь. Главное, зачем здесь этикетка? Можно было с обратной стороны. Вот это последствия того, что рассыпался тонер. Сейчас буду отмывать. С этой стороны я уже все помыла. Почищу ковер пылесосом. Вообще нужно в будущем здесь плинтуса заменить. Полы везде помыла, тоже пылесосом моющим. Все убрала даже в холодильнике. И тоже с помощью пылесоса, просто идеально.
и помыла, и крошки собрала. Сейчас буду еще вешать занавески. Ну, они вот здесь вот висели, не отвиселись, ну и как бы тоже ладно, без разницы. Вот эти шторы тоже сначала были такие, а сейчас вроде ничего. Пропылесосила, естественно, везде. Сейчас снова вот то самое. Сушилку положила. Там вот у меня икеевский, который комод. Я рассказывала, что ящик там, короче, что-то не закрывался. Я все вытащила, все поправила. И заодно нашла упаковку для мыла с зайчиком, с игрушкой. Так что не просто так. Он у меня, кстати, зайчиха какая в пуантах. Вот этого Деда Мороза тоже сюда перенесла, потому что под той елкой она будет крутиться и задевать. Впрочем, я так сказала, как будто я действительно ее буду включать. Вот я ни эту не включала, ни ту. У меня в основном маленькая на кухне, типа, я ее зажигаю, что-то мне последнее время свечку лень зажечь, а тут, знаете, дотянулась рукой и все. Вообще, но, знаете, сегодня такой интересный день. Да, я, конечно, в затрапезном виде, вообще, на мне эти мои любимые штаны, но они мне вообще велики, потому что я тогда, это ашановские инэкстенсы, я не хотела мерить и взяла на размер больше, а тут размер в размер, поэтому да. Точнее, получилось, что даже на 2 размера, потому что это М-ка, но у меня вообще там гораздо меньше. Ладно, в общем, сегодня денек весьма забавный, потому что я думала, как мне, ну, я говорила на кухне, там, где фартук будет мозаика, а мне по 2 другим нужно было какие-то кирпичики бежевого цвета, а оказалось, что их нет нигде, то есть не я одна их ищу, ну, по крайней мере, вот именно красивые, чтобы были, их нет. А в итоге проблема решилась совершенно случайно. Я зашла опять посмотреть, кто что на YouTube выложил, и выскочило видео 8-летней давности, хотя я вообще там ничего про кирпичики не искала. Из пенопласта делаются. Покупается кусок пенопласта, вырезаются прямоугольники одинаковые, потом пенопласт 2 сантиметра толщиной, потом вот этот кирпичик вот так вот разрезается, получается 2 кирпичика. И, короче, классный мастер-класс, мне понравился, я попробую. Слушайте, нужный пенопласт стоит 58 рублей за ту самую, за 1 лист. Это супер бюджетный вариант, и там еще просто потребуется акрил такого цвета. Ну блин, это классно. Я, конечно же, попробую, а чё? Ну, в общем, повесила шторы, с ними была куча проблем, потому что вот эта вот штора со стороны балетных станков, да и та крайняя. Ну, тут же 2 карниза, то есть у меня вот в этой комнате и в спальне, ну, в гостевой, такие советские карнизы, ну, или постсоветские, я не знаю, потому что в еще одной комнате и на кухне там уже современные, на кольцах, как бы, ну, нормальные. И здесь как бы и в спальне там 2 карниза соединены в один. И получается, что ровно по центру, ну как бы такое разделение. И не получается, ну они там не двигаются, шторы. И по бокам тоже такой момент. И я сначала забыла про это, повесила, потом поняла, что я до конца не могу задвинуть. В общем, честно, я настолько намучилась, я еще думала, может быть, можно отвинтить там крепление, но надо было еще и от стены откручивать, в общем, ужас. Ну, короче, пока так. Нет, ну у меня так и было, меня в принципе устраивает, в принципе. Хотя, по сути дела, я бы тоже здесь оставила только тоненькие, это лучше, но и эти как бы подходят. Ладно, буду смотреть. Может быть, есть смысл вообще их использовать без подхватов. А, кстати, я же их вроде использовала без подхватов, только среднюю. Сейчас переделаю. Ну вот, теперь все почти встало на свои места. Так лучше, только среднюю занавеску надо немного по-другому прихватить. Сейчас подумаю, как. Но в целом все как надо. Другой день.
7:55. Красота на улице, правда, ветер сильный, это прям чувствуется. Ну а теперь можно позавтракать. Елка. Сейчас я буду делать ванночку для ног, ну вот эту массажную. Уже немножко положила соли с пеной, но прям совсем немного, потому что поскольку будут пузырьки, то, соответственно, пена будет через край. Ну и после сделаю носочки отшелушивающие из Летуаль ажиотаж, потому что вот которые Skin Knits, или как-то так называются, они не очень хорошие. Вот я помню, эти мне больше понравились. Ну и буду волшебный мир Средиземья раскрашивать, пока минут 20 здесь сижу. Эти, кстати, носочки даже выглядят гораздо приятнее, хотя стоят, ну, на 50 рублей, кстати, дешевле. Я уже сделала носочки, кстати, отдушка там совершенно потрясающая. Раскрасила то, что собиралась, и сейчас мне еще адвент-календарь надо доделать. Мне, конечно, хотелось до 24 числа каждое окошко раскрашивать, но мне нужно снять итоги, потому что сейчас я попью кофе, поставлю тесто на имбирное печенье, и нужно будет сделать маникюр и снимать итоги месяца. Поэтому... Ну вот сейчас я после кофе еще, конечно, дораскрашиваю. В общем, как-то так. Наверное, даже сначала сделаю имбирное тесто на имбирное печенье, потому что тесто должно час полежать в холодильнике. За это время дораскрашиваю, потом сделаю печеньки, сделаю маникюр и сниму видео. Сейчас, наконец-то, буду делать имбирное печенье. Скажу честно, я... Сегодня просто занималась, чем мне хотелось, вместо своих планов. Такое тоже бывает, но я как-то обычно, если такое случается, как-то начинаю себя ругать, что вот, как так. Но я сегодня поняла, что я просто устала за эти дни, причем меня добили окончательно эти занавески, которые приходилось там по несколько раз вешать, чтобы это было, ну, нормально смотрелось. Меня это все достало вчера так, что сегодня я себе устроила просто вот отдых. И это при всем при том, что я очень люблю убираться. Ну, а к вечеру сейчас вот как раз займусь печеньем. Тесто готово и отправляется на час в холодильник. Жду, когда духовка разогреется, и поставлю печь, а сейчас буду на второй противень делать. Имбирное печенье готово, из одной порции получилось 434 грамма. Но это 400 с чем-то калорий, я уже забыла, там у меня в приложении. Всем доброе утро. Другой день, я вот уже встала. Сейчас позавтракаю, сделаю маникюр, хотя мне бы еще там масса всего надо приготовить, но видео мне тоже надо снять, поэтому сначала маникюр, съемка видео, а уже потом все остальное. Ну а это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи, пока-пока.